Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией коронавируса и призвал их собраться и продержаться еще несколько месяцев, чтобы избежать коллапса. Столичный градоначальник отметил, что жители Москвы, так же как и других городов, уже устали от различных ограничений из-за коронавируса. Однако, чтобы обезопасить свое здоровье до начала вакцинации, необходимо следовать рекомендациям по нераспространению COVID-19. Сергей Собянин добавил при этом, что московские власти не кривят душой и всегда дают полную информацию по ситуации, ничего не перегибая. Напомним о предпринятых ранее мерах по недопущению распространения коронавируса в столице. С 9 октября в Москве из-за коронавируса приостановлен льготный и бесплатный проезд. Льготный проезд для школьников не будет доступен до окончания каникул, то есть 18 октября. Транспортное приложение социальной карты учащихся временно заблокируют. Бесплатный проезд для горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, приостановлен до 28 октября. Передача в Москве с 6 октября в онлайн-продажу билетов в театры и музеи, подведомственные правительству Москвы, поможет по задумке властей контролировать заполняемость залов и позволит избежать закрытия учреждений. Предприятия и организации столицы обязали регулярно направлять в городское правительство отчеты о переводе на удаленку минимум 30% сотрудников. Напомним, что за последние сутки в Москве выявлен 3701 новый случай коронавируса. С начала пандемии в столице зафиксировано 321 812 заражений, почти 260 тысяч выздоровлений и более 5500 летальных исходов. Со слов Собянина, массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже зимой. Жителям Москвы нужно собраться и продержаться еще несколько месяцев до этого момента. Минздрав Российской Федерации и Роспотребнадзор рекомендуют россиянам обязательно использовать защитные маски в общественных местах и транспорте. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик. Все самые актуальные новости Москвы и России, а также главные мировые новости у меня на канале. С уважением, Ренат.